Большое спасибо, господин министр, что согласились дать интервью каналу RTVI. Благодарю вас. Добрый день. Всегда рада. Здравствуйте. Сначала вопрос корыстный от меня. Вот я летел в Кишинев из Москвы через Ереван. Я, конечно, очень люблю Ереван. Там, Талма, друзья. Но почему Air Moldova не летает? Ну, не только Air Moldova не летает. К великому сожалению, Россия на данный момент является страной-агрессором. И авиасообщение со многими странами прервано, в том числе с Республикой Молдовой. Это, конечно, составляет трудности для многих граждан, в том числе для вас, для нашей диаспоры. Но тот ужас, который творит сейчас Россия в Украине, это лишь малая часть тех мер, которые были приняты. Поэтому хочется верить, что в скорейшем будущем настанет мир, настанет возможность летать. Но для этого Украина должна иметь контроль над своей территорией, иметь свой суверенитет. И в конце концов российская агрессия должна закончиться, и территории, которые признаны международным сообществом как территория Украины, должны остаться за Украиной. И то же самое является и в той части Республики Молдова, где находятся российские войска, тоже почти уже более 30 лет, а вернее 32 года, как мы усердно пытаемся достучаться до руководителей в Москве, чтобы то решение, которое они взяли на себя в 1999 году на саммите ОБСЕ в Стамбуле, чтобы они это обязательство исполнили. То есть российское присутствие в Приднестровском регионе Республики Молдова, военное, и то, что осталось в колбасне со времен Советского Союза, чтобы этого не было. Это будет большим подспорьем для улучшения двухсторонних отношений. Ну, вы заложили сразу много тем, но все-таки про Air Moldova не рассматривается вопрос о возможности восстановления прямых полетов, потому что грузины летают, грузинские компании, сербские летают, хотя тоже очень, так сказать, сложно говорят о политике России. Не рассматривается правительство? Ну, во-первых, Air Moldova как компании практически не существует. Она компания-банкрот, потому что беглый олигарх Илан Шор, скрывающийся в Израиле и, как мы понимаем, бывает иногда и в Москве, к сожалению, тот... Он был владельцем, извините, я не очень знаю, да. Угу. И, насколько известно, есть решение Интерпола о аресте. К сожалению, Российская Федерация не сделала это. А компания Air Moldova, да, беглый олигарх успешно угробил эту компанию, как и много другое в Республике Молдова. И эта компания точно в скором будущем летать не сможет. Ну, другие компании, я не знаю. Не рассматривается? Ну, решение частных компаний – это решение частных компаний. Государственных компаний в Республике Молдова в сфере авиа на данный момент нет. Но есть позиция правительства – не летать в Россию. Позиция правительства остается до тех пор, пока Россия остается страной-агрессором, и до тех пор, пока она не вывела свои войска с территории Украины. И, конечно же, очень желательно из территории Республики Молдова. Мы поговорим об этом обязательно, но я просто иду по вашей логике, а не по своей. Вы затронули вопрос как бы санкций. Да? Это же санкция, если правительство Молдовы как бы не рекомендует летать в Россию. Вот Республика Молдова объявила о своем нейтральном статусе, это есть в Конституции, и она то присоединяется к санкциям, то не присоединяется к санкциям международным в отношении России. Не могли бы вы рассказать, какая ситуация на сегодняшний день, к чему Молдова присоединилась, к чему не присоединилась? Республика Молдова присоединилась к большинству санкциям. Но в том, что касается, например, перелетов, то тут не только санкции, тут есть объективные факторы безопасности. Поэтому Республика Молдова будет и дальше относиться очень серьезно к этому вопросу. И пока Россия остается страной-агрессором, к великому сожалению, данный вопрос не стоит на повестке дня. Если мы говорим о 13 пакетах санкций Евросоюза, Молдова стремится в Евросоюз. Мы это с вами понимаем и тоже обсудим. Сколько пакетов уже Молдова приняла на себя? И будет ли она дальше расширять санкционную политику в отношении России? Насчет сколько пакетов я вам не скажу, потому что у нас счет идет немножко иначе. По нашим подсчетам Молдова присоединилась примерно к 80% санкций.
Это санкции и персональные, и экономические. Думаю, да. Да. Ну, давайте тогда, если не про санкции, про нейтральный статус. Что вы имеете в виду вот в сегодняшней ситуации, когда говорите, что у Молдовы нейтральный статус? Нейтральный статус, как это обосновано в международном праве, Молдова не может быть частью военных блоков. Но Молдова имеет суверенную внешнюю политику и может сотрудничать на политическом уровне, даже в сфере безопасности, как это мы делаем уже 30 лет. Вот мы 30 лет программе партнерства во имя мира, натовская программа. Там участвуют многие страны, которые являются нейтральными, и одно другому не мешает. Но быть членом военного блока нейтральный статус запрещает. И тем не менее Молдова стремится в Евросоюз, который не является военно-политическим блоком, но, значит, некие правила Евросоюза должны распространяться блоковые на Молдову. Экономический. Конечно, в Евросоюзе есть несколько нейтральных стран. Это одно другому не противоречит. Поэтому мы однозначно стремимся, и уже есть серьезный прогресс в том, что касается наших европейских перспектив. А в том, что касается сотрудничества с НАТО или о каком-то членстве в НАТО, на данный момент речи идти не может, потому что нет достаточно поддержки в обществе. Но обсуждать эту тематику надо, потому что в нашем обществе осталось еще понимание и обозначение НАТО в большинстве своем как какая-то страшилка, да, обусловленная больше российской пропагандой. Но надо иметь свободную публичную дискуссию о всех за и против, и вот в таком демократическом процессе принять решение. Но это будет более длительная перспектива. На данный момент речь о вступлении или какой-то более близком сотрудничестве, кроме того, что у нас было до сих пор, речь пока не идет. Ну, смотрите, вы говорите, что если я правильно понял, что общественное мнение в Молдове, оно в большинстве пока не поддерживает вступление в НАТО. А Европейский Союз? По данным социологических опросов, большинство, свыше 60%, это граждане, которые в стране, но у нас есть большая диаспора, где поддержка еще больше. В большинстве своем граждане поддерживают и понимают. И мы будем работать усердно над тем, чтобы данная поддержка отражалась и в референдуме, который будет у нас где-то в конце октября, для того, чтобы показать и доказать всем внутри страны, что у нас есть вот этот консенсус на национальном уровне, нашим партнерам на Западе, но и Востоку показать, что вот граждане Республики Молдова знают, осознают, где хотят видеть свое будущее, для того, чтобы всякого рода попытки свернуть нас с этого пути были тщетными. А можно ли сказать, что по поводу вступления в ЕС в Молдове существует консенсус политических сил? Ну, если не считать несколько маргинальных партий, особенно от той фигуры, которую мы упомянули, беглого олигарха, который пытается и на данный момент является практически инструментом Кремля в Республике Молдова, в большинстве своем большие партии, традиционный мейнстрим, так называемый политический, либо поддерживает, либо, можно сказать, не против. Есть партии, которые так более двуяко относятся, но, по крайней мере, они не афишируют какой-то негативной, открытой позиции. И вы опираетесь на большинство народа, как вы говорите. Тогда зачем референдум? То есть, еще раз, решение о референдуме принято, о том, что одновременно с президентскими выборами будет референдум по вступлению, ну, по продвижению, я не знаю, как будет сформулировано, в Европейский Союз Республики Молдова. Политическое решение принято, остается лишь узаконить и вписать дату, когда оно должно произойти в скором времени в парламенте. Но политическое решение принято, оно хорошо воспринято нашими гражданами. А почему, если есть понимание? Ну, во-первых, в демократических странах никогда нет гарантий результатов референдумов или любых других электоральных процессов. И именно для того, чтобы показать всем, что вот есть этот консенсус,
Да, есть некоторые риски, и, конечно, российская пропаганда и Кремль будет пытаться воспользоваться этим шансом для того, чтобы продвигать нарративы, которые идут наперекор нашей европейской интеграции. Но это будет серьезным тестом, если хотите, на прочность, тест на политическую зрелость политического класса и граждан Республики Молдова. И мы будем усердно работать над тем, чтобы довести до как можно больше граждан Республики Молдова перспективы нахождения нашей страны в Евросоюзе и, с другой стороны, риски ненахождения нашей страны в Евросоюзе. Значит ли это, что вы более-менее уверены, что, как у нас принято говорить, отдельные регионы, ну, в данном случае Молдовы, тоже поддержат это вступление? Что будет, если какие-то регионы, я назову Приднестровье, Гагаузия, хотя вы не министр внутренних дел, тем не менее, если они там не соберут большинство, как это будет интерпретировано, например? Ну, я вам могу сказать, что, например, на парламентских выборах партия, которую я представляю, набрала довольно-таки небольшие количество голосов в регионе, в Гагаузской автономии, в Приднестровском регионе, те, которые пришли и проголосовали. Но это не значит, что это как-то влияет на результат. В демократических процессах, в демократических странах решает большинство. И некоторые регионы, некоторые части города, некоторые улицы, да, некоторые дома могут иметь иное мнение, но результат, решение это берется сообща, всей страной. Если большинство граждан Республики Молдова изволят быть частью Евросоюза, это конституционный референдум, хотя это не референдум о вступлении в Евросоюз, конечно, потому что это слишком рано. Это желание узаконить вот этот процесс и этот политический вектор в Конституции для того, чтобы придать этому процессу... Подождите, я не понял, это будет конституционная поправка? Да, это будет конституционная поправка для того, чтобы вот то наше чаяние нашего народа быть частью Евросоюза и вернуться в большую европейскую семью, чтобы это было узаконено и в нашем фундаментальном законе, в Конституции. Но все-таки отдельные целые регионы страны – это не улица и не дом. Это составит проблему, с вашей точки зрения, если какие-то регионы, я называю их Приднестровье и Гагаузия, в частности, да, которые находятся в конфликте с федеральной властью, назовем это так, они выскажутся против. Как вы будете решать этот вопрос? Ну, во-первых, с федеральной властью у нас унитарное государство. Ну, я понимаю, но я имею в виду центральной власти, я поправился. Хотя русский мой родной, но тем не менее, будем считать, я ошибся. Повторюсь, в Гагаузии у нас, к великому моему личному сожалению, недостаточная политическая поддержка. Но это не значит, что если есть решение демократических выборов в нашу пользу, что наше большинство в парламенте, к примеру, может ставиться по каким-то сомнениям нашими согражданами в Гагаузии. Ни в коей мере нет. То же самое, если наши избиратели в Гагаузии голосуют каким-то образом, не значит, что мы против воли наших избирателей. Правда, там есть нюансы с прошедшими выборами Башкана, где там была большая электоральная коррупция. Этими должны заниматься правоохранительные органы. Но в том, что касается большей или меньшей поддержки, надо работать, надо сотрудничать с нашими гражданами в Гагаузии. Мы очень открыты для того, чтобы пытаться продвигать те ценности и те материальные блага, если хотите, которые предоставляет Евросоюз. И на самом деле Гагаузия за последние несколько лет очень сильно, очень много помощи получила от Евросоюза и от других партнеров, в том числе от Турции. Есть лишь дефицит осознания и понимания вот этой помощи, потому что многие граждане просто не знают, что, например, их дети ходят в детский сад, который был отремонтирован деньгами из бюджета Румынии, или идут по дороге, которая отремонтирована деньгами из бюджета Турции, либо работают на мелком или среднем предприятии, открытом на деньги Евросоюза или США. Не зная это, они чаще
являются жертвами российской пропаганды, которая им много лет продвигает одно видение мира. И вот те хорошие вещи, которые происходят в Республике Молдова, в том числе с поддержкой Евросоюза, многие граждане просто не знают. И это, что называется, наше упущение, наша недоработка, потому что нам надо более усердно работать над тем, чтобы граждане знали и осознавали ту поддержку, которую мы получаем, потому что на самом деле пропорционально за последние несколько лет в Гагаузию пришло больше помощи европейской, чем в другие регионы Молдовы. А я когда был в Брюсселе, я разговаривал по поводу возможного вступления Молдовы, естественно, и брюссельские чиновники, не политики, чиновники, очень аккуратно говорили, что без реинтеграции отдельных регионов, они говорили Транснистрия, то есть Приднестровье, Гагаузия, это вступление будет затруднено. Как совместить процесс, как вы собираетесь совмещать процесс вступления в Евросоюз и реинтеграции вот этих территорий, которые смотрят на вас подозрительно? Во-первых, мы слышим разные мнения. Есть и позиция, что без реинтеграции перспектив мало, и есть прецедент Кипра. Да, мы не рассчитываем, сразу оговорюсь, мы не рассчитываем на прецедент Кипра. Мы исходим из того, что мы будем пытаться и все усилия прилагать к тому, чтобы вот эти новые перспективы, в первую очередь экономические перспективы... Может, чуть подробнее, что вы ожидаете от вступления, от процесса вступления? Не только от вступления, а и от процесса подготовки к вступлению. Да, хорошо. Вся экономическая помощь для структурных реформ, для инвестиций в инфраструктуру, для подготовки нашей экономики к конкуренции внутри Евросоюза. Вот все эти структуральные фонды, так называемые, которые пойдут на поддержку и на повышение конкурентоспособности нашей экономики, в том числе Приднестровского региона Республики Молдова, мы надеемся и уверены, что вот эти перспективы, вот эта финансовая поддержка будет серьезным позитивным фактором для реинтеграции. И, конечно же, мы будем открыты, как мы были открыты в 2014 году, когда мы подписали договор о свободной торговле и о свободном передвижении. Наши сограждане из Приднестровского региона тоже пользуются благами этого договора, поэтому и вот эти новые перспективы, которые открываются, намного более щедрые, если можно так сказать. Это должно послужить хорошим подспорьем для реинтеграции, потому что иного пути, как мирная реинтеграция за счет экономических incentives, преференций, мы другого пути не видим. Военное решение не рассматривалось и не рассматривается ни в коей мере. Для меня, на самом деле, это очень личное. Мой отец является ветераном Приднестровского конфликта. Поэтому и для многих семей в Республике Молдова эта рана еще кровоточит. Поэтому и в той же мере это правда и для многих семей с левого берега, в Приднестровском регионе в Республике Молдова. Поэтому эта трагедия, которую мы прожили в 1992 году, это огромная трагедия, через которую проходит сейчас украинский народ. А можно сказать, что вы ее уже прожили? В какой-то мере, да, но, как я вам говорю, для многих семей, как на левом, так и на правом берегу, остался вот этот горький опыт, и для многих семей это еще очень близко, хоть и прошло 32 года, не говоря уже о ситуации в Украине, для которых наши граждане сопереживают, имея в виду вот этот горький опыт 92 года. Какой рецепт, доктор Михаил, для залечивания? Рецептов на самом деле не так много. Главный рецепт – это, конечно, время, но и политические усилия нужны, и осознание того огромного ущерба, того ужаса, который сотворила и сотворяет Россия. Германия прошла через это, российскому обществу придется через это пройти. Но для меня вот до сих пор трудно осознать, понять, через что прошли мои родители, которые вот в один день они жили в России, припеваючи, да, рядом с русскими. Вы из Кировской области?
Да, я там появился на свет. И в очень скором будущем, да, мой отец был вынужден с оружием в руках бороться против русских в том числе, которые поддерживали сепаратизм в его стране, в моей стране. Для меня вот сейчас тоже точно так же очень трудно понять, какие переживания, какая это боль для жителей Харькова, для жителей Мариуполя, для жителей многих регионов Украины, у которых были очень хорошие отношения с Россией. И там очень много русских, которых российская армия каждый день убивает. И каков рецепт? Рецепт, в первую очередь, не убивать. Рецепт не решать политические конфликты и разногласия военным путем. Для этого есть и дипломатия, для этого есть много других рычагов нахождения решения проблем, кроме того, к чему пришла Россия и привела весь регион и весь мир вот этой военной агрессией. Но, повторюсь, для этого нужно будет время, для этого нужно будет осознание российского народа, что они сотворили. И пословица говорит, что время все излечит. И с данной точки времени для нас, для граждан Молдовы, смотря 32 года назад, это пока преждевременно. Для Украины тем более. Правительство Молдовы выступает за мирные переговоры между Россией и Украиной. Мы знаем, что президент Зеленский говорит, никаких переговоров с этим правительством. Папа Римский призвал к немедленным переговорам. Есть много разных точек зрения. Там есть точка зрения Эрдогана, есть точка зрения Брюсселя. А правительство Молдовы, как нейтральная страна, что сейчас видит в этом конфликте? Мы всецело поддерживаем формулу мира Зеленского. Президент Зеленский, во-первых, надо отдать ему должное за то человеческое, то огромное сердце и храбрость, которую он доказал, и ту последовательность, в том числе в формуле мира, только решение, которое будет правомерно по международному праву, не по праву силы, а по праву, на самом деле, правосудия. Только таким образом можно построить мир, долгосрочный мир, а не лишь краткосрочное перемирие, потому что это не решение проблемы, это сулит лишь больше проблем и больше горя в будущем. То есть продолжать стрелять? Нет, как раз наоборот. Формула Зеленского под собой подразумевает вывод российских войск для Украины, восстановление своего суверенитета, и это никоим образом не способствует продвижению конфликта или стрельбы, как раз наоборот. Украина, во-первых, ничем не заслужила и ничем не спровоцировала этот конфликт. Это было всецело решение Кремля, и остановить этот конфликт на самом деле тоже должно быть и может быть решением Кремля. Я знаю, что дипломаты гораздо циничнее, чем военные. И в этом смысле вы понимаете, что правительство господина Путина не выведет войска с Украины. Не выведет. И в этих условиях продолжать стрелять. Украина обязана защищать свою землю. Россия напала на Украину, а Украина защищает свою землю. Украина защищает свои территории с начала конфликта в Донбассе, где пророссийские сепаратисты пытались расшатать ситуацию в Украине. И в этом смысле сепаратизм – это проблема не только Республики Молдова, не только Грузии, не только Украины. Мы помним горький опыт сепаратизма в России. И как Россия решала проблему сепаратизма в Чечне. Суверенные страны обязаны защищать свою землю от любых притязаний. Поэтому международное право на стороне Украины. И сколько Россия будет противиться международному праву, и сколько Россия будет налегать на право силы, это решение российского руководства. К сожалению, наверное, не решение российского народа. Потому что если было решение российского народа, позволю себе предположить, что решение было бы найдено давно, или мы бы не были в ситуации, в которой мы сегодня находимся, к великому сожалению.
Нет, я все-таки предпочту генералов, они прямее, чем дипломаты. Да. Была история у меня с Колином Пауэллом, вы знаете, бывший госсекретарь. Он был у меня в эфире, когда он был госсекретарем США. И он вот как дипломат мне отвечал, я предпочитаю видеть генерала Колина Пауэлла, чем госсекретаря Колина Пауэлла. Вы ушли от вопроса, ну хорошо, предположим. У меня военного звания нет, хотя... Ну тогда ладно. Говорят, что плох тот солдат, который не хочет стать генералом, но я предпочитаю дипломатию. Вот это обнадеживает. Я хотел бы вернуться к вопросу Приднестровья, да, который вы затронули в самом начале. Мы представляем, что российский контингент, он состоит из двух частей. Да, это ограниченный контингент и, собственно говоря, как бы охранная структура. Оно представляет из себя, если я правильно помню по цифрам, если нет, вы меня поправите, где-то 1500 человек суммарно. Всего. В чем проблема? На самом деле есть два вопроса. Есть российское присутствие, это миротворческий контингент, да. Трехсторонний Украина, Молдова, Россия. Там есть мандат. Хотя мы давно уже настаиваем на том, что военный контингент, военная миссия, на самом деле имея в виду, что у нас за 32 года был один фатальный случай, что является трагедией, но это был один случай в 2012 году. На Новый год наш гражданин, к сожалению, остановился на пропускном пункте, и российский миротворец застрелил его. Хотя миротворец и застрелил, и убил, это почти не умещается в одно предложение. Но в этом смысле военной миссии нужды нет, когда ситуация на самом деле стабильная. И миссия полицейская, да, гражданская миссия, способствовала бы больше улучшению отношений, продвижению экономических инвестиций. Там хотя бы есть мандат, да? В том, что касается ОГРВ, оперативной группы российских войск, бывшая 14-я армия, где-то 1500 военных, которые не проводили ротацию с 2014 года. То есть они так и служат там все 9 лет? Ну, многие вышли уже на пенсию, наверное. Ротация проводится внутренняя, там какая-то внутри Приднестровского региона. Подождите, там служат граждане Приднестровья? Там служат разные граждане, зарабатывают себе на жизнь каждый как может. Интересно. С точки зрения военного какого-то серьезного влияния, конечно, не предоставляет. Но политически и экономически это влияет негативно, конечно. Поэтому мы настаиваем и надеемся, что в ближайшем будущем Российская Федерация осознает, что лучше, в том числе для Российской Федерации, быть конструктивным актором в регионе и не способствовать дестабилизации и ухудшению отношений между странами, и исполнить те обязательства, на которые российское правительство взяло на себя в Стамбуле в 1999 году. В чем угроза, господин министр, этих 1500 человек, если она есть, для Молдовы? Ну, любая чужая армия на своей территории, которая находится там вопреки желаниям, позиции конституционных властей страны, это, мягко говоря, неприятно. И это угроза. Насколько это большая угроза, судить, наверное, военным, но точно с точки зрения международного права нахождение российских войск на территории Республики Молдова противозаконно. И мы настаивали, и будем настаивать, и мы очень надеемся, что вместе с нашими международными партнерами мы найдем аргументы для того, чтобы Российская Федерация эти войска вывела, потому что они, к сожалению, никому не помогают, они только ухудшают жизнь граждан. Чем? Своим присутствием, экономическое развитие. Вы опытный человек, да, большой жизненный опыт, вы можете понять, что в страну, где находится военный контингент чужой страны, это не способствует инвестициям извне, это даже не способствует инвестициям внутри страны, потому что многие граждане Республики Молдова, когда у них есть выбор инвестировать свои честно заработанные деньги в стране, у себя дома, либо в той же Румынии, в Польше, в Испании, где-либо в другом месте, когда в своей стране есть угроза
военная угроза со стороны Российской Федерации в данном случае, это никак не способствует экономическому развитию и каких-то планов, перспектив долгосрочных для развития своей жизни, планирования своей жизни. Это никак не способствует. Поэтому мы, опять-таки, повторюсь, надеемся, что мы найдем аргументы для того, чтобы Российская Федерация исполнила свои обязательства международные, взятые в ОБСЕ в 1999 году. А есть ли какие-то в современных условиях у вас контакты с правительством Российской Федерации, чтобы решить хотя бы этот вопрос? Ну, контактов на данный момент мало, но контактов было очень много за последние 32 года. К сожалению, больших сдвигов в этом смысле не было. Но это не значит, что мы должны каким-то образом останавливаться. Как раз наоборот, мы должны быть более настойчивы, находить более весомые аргументы и подтягивать международных партнеров для того, чтобы они, в свою очередь, тоже доносили свои аргументы до Кремля, до Российской Федерации, потому что на самом деле каких-то реальных какой-то реальной пользы для России от этого контингента, очень мало, имея в виду, что ротация не проводилась почти 10 лет, и имея в виду, что есть миротворческая миссия, которая, аргумент охраны, так скажем, регулирования процесса мирным путем, хотя довольно-таки уже понятно всем, думаю, даже те, которые настроены к нам скептически, что решение какой-либо другое, кроме мирного, рассматриваться Республика Молдова никак не может. И это присутствие, оно вредит не только, скажем так, Молдове, среднестатистическому гражданину Молдовы, это вредит и русскоязычным, и даже русским гражданам, которые живут в Республике Молдова. Потому что это присутствие не дает развиваться нашей стране и не дает всецело пользоваться благами независимости и развития, потому что как Приднестровский регион, так и вся Республика Молдова являются заложниками этого конфликта, и Российская Федерация, к сожалению, держит всю страну, в том числе наших русскоязычных граждан, в заложниках. 1500 человек военных? 1500, да, не решение конфликта, и в том числе эти 1500 военных. Вы сказали слово «угроза». Если я его правильно понял, недавно, позавчера, ваш президент, госпожа Санду, в Париже говорила об угрозе госпереворота со стороны России. Значит, это фигура речи или это информация? Нет, к великому сожалению, это не фигура речи, это планы, которым нам известны, и были некоторого рода попытки. Да и сейчас мы видим некоторые попытки Кремля через тех же беглых олигархов пытаться... Что же он вас так задевает? Беглый олигарх и беглый олигарх. Вы 5-й раз говорите, я вообще эту фамилию очень редко слышу в Москве. Представьте себе цинизм ситуации, когда человек, гражданин, украл 12% ВВП из беднейшей страны Европы. Попытайтесь поставить вот этот процент даже в контексте ВВП России либо любой другой страны. 12% это немало. И вот после вот такого сейчас вот этими ворованными деньгами пытается подкупать протестующих для того, чтобы смести законное правительство, легитимное правительство страны. Силовым образом? В том числе протесты были, попытки дестабилизировать, расшатывать ситуацию и так трудную в нашем регионе. Подкуп избирателей, которые мы видели в Гагаузской автономии и в других выборах. Вот в этом цинизм, когда мало того, что украл деньги у бедных граждан, так сейчас еще пытаешься им еще больше насолить вот этими украденными деньгами, пытаться направить страну в иное русло, кроме того, которое эта страна желает двигаться, то есть в русле европейской интеграции. Поэтому, конечно, много чести, что упоминаю так часто, но человеку светит 15 лет тюрьмы. Апелляционная палата Республики Молдова выдала данное решение. Это вы про Шора для наших зрителей, да? Да. Поэтому, мне лишь остается сожалеть и стыдно, что некоторые представители в России считают нужным и возможным
его у себя принимать и не исполнять запрос Интерпола об его аресте. Господин, по-моему, ему запрет на въезд в Россию. Я, конечно, не помню, я за ним не следил. По-моему, ШОР запрет на въезд в Россию. Он как бы нон-грата для российского правительства. Ну, это кажется плохотнюк, но... Ну, может быть, Но мы видели недавно некоторые решения в этом смысле, которые, мягко говоря, не красят. То есть вы считаете, что вот этот беглый олигарх – это рука Москвы? Это такое, да. Ну, я публицистично могу, я не президент, ситуации, я могу себе позволить. Но, к сожалению, это так. Скажите, пожалуйста, реинтеграция в Европейский Союз, или интеграция в Европейский Союз, она отодвинула вопрос о интеграции с Румынией? Прямой вопрос. Не то чтобы отодвинула, вопрос реинтеграции с Румынией, он на повестке дня не стоял. Есть... как не стоял? Постоянно возникают какие-то. В Республике Молдова есть большое количество граждан, но не большинство, далеко не большинство, которые всегда ратуют и будут дальше поддерживать. Это их чаяние, это в демократическом процессе все имеют право на свое мнение. И данный процент граждан пока далек от 50 плюс 1 голос. За интеграцию с Румынией. Да. Поэтому этот вопрос не может стоять на повестке дня, пока поддержка не приближается к 50%. Потому что касается европейской интеграции, там давно превысило 50%. И имея в виду, что Евросоюз является пространством без границ, то на самом деле это реинтеграция в каком-то смысле происходит в большой европейской семье, там, где находится и Румыния, и наши большие друзья Прибалтика, Польша, Франция, Германия, все страны, которые поддерживают, очень хорошо относятся к Республике Молдова. И в многих из этих стран есть большие молдавские диаспоры, которые чувствуют себя там очень хорошо. Поэтому этот вопрос на самом деле не столь актуален, имея в виду контекст европейской интеграции, где мы сможем восстановить, если хотите, ту историческую справедливость, но в более большом масштабе, если хотите. Про историческую справедливость. Я когда брал интервью у президента Беларуси Лукашенко, я его спросил, как он относится к пакту Молотова-Риббентропа. Это была моя ошибка, потому что президент Лукашенко сказал: очень хорошо, современная Беларусь, она вот создана. Как здесь относятся к пакту Молотова-Риббентропа? Конечно, тут отношения очень негативные. Здесь разных трактовок быть не может. Хотя, наверное, есть некоторое меньшинство, которые смотрят немного иначе, но в обществе есть явный консенсус о негативной оценке данного исторического решения. А можно ли сказать, что это ушло в прошлое, или это фантомные боли, подобные болям с Приднестровья 32 года назад? Разделение семей, разделение... вы понимаете. К сожалению, те реверберации того решения, мы их еще проживаем, к великому сожалению. Поэтому такое отношение негативное. Возвращаясь к вопросу возможного вхождения в Евросоюз, и, соответственно, тогда вопрос объединения с Румынией, видимо, станет вторичным, потому что, без границ, как вы сказали. В этой связи был закон, и действует у вас закон, которого в России нет, это закон о возможности двойного гражданства. Вы себе представляете, сколько граждан Молдовы имеют румынские паспорта, украинские паспорта, русские паспорта, российские? По другим данным у меня нет, но по паспортам Румынии где-то между 1/3 и половиной граждан Республики Молдова имеют румынские паспорта. Поэтому и вопрос о евроинтеграции, он стоит в немножко ином русле, чем в случае других стран-кандидатов, потому что мы, что называется, одной ногой уже члены Евросоюза, потому что почти половина страны являются полноценными гражданами Евросоюза, имея гражданство страны-члена Евросоюза. Некоторых граждан Молдовы есть гражданство Болгарии, тоже члены Евросоюза, в Тараклийском районе, и в Кишиневе очень много болгар.
граждан Республики Молдова. Поэтому это большое подспорье для нас, имея в виду вот такое процентное соотношение и тот факт, что почти половина граждан являются полноправными членами Евросоюза. И вот, Но сохраняют молдавские паспорта тоже, Конечно. да? Они же не меняют их. конечно, мы разрешаем иметь гражданство нескольких стран. И это, Вы считаете это правильным? Вот для любой страны. конечно, особенно в нынешнем мире, где мы живем. Вот мой случай, да, я... У вас есть российский-то паспорт? Нет, когда-то... Ах, черт, но вы же родились в Кирове. Когда-то давным-давно, в молодости, я об этом задумывался, и надо отдать должное, что хорошо, что я не пошел дальше, потому что сейчас, наверное, пришлось бы не сладко. Но повторюсь, мой случай. Когда я нахожусь в миграционной офисе в Милане, где я учился на докторантуре, я предоставляю свои документы, и женщина смотрит на них и говорит: значит, вы родились в России, живете в Молдове, у вас паспорт Румынии, и вы учитесь в Италии. Я говорю, все верно. И это реальность для многих граждан Республики Молдова и для многих граждан Европы. Поэтому иметь двойное или несколько гражданств – это лишь позитивный фактор, это лишь подспорье для развития двухсторонних контактов между странами, между гражданами. Это лишь на пользу и никак не способствует каким-то негативным восприятиям. Обратный вопрос. Ну, по официальной статистике, ну, во всяком случае, довоенной, скажем так, почти половина жителей Приднестровья имеют российские паспорта. Там 229 тысяч, там, ну, как вокруг там полумиллион из полумиллиона. Это проблема? Ну, имея в виду, что 95%, наверное, имеют молдавское гражданство, то ровно так, как многие граждане Республики Молдова имеют другое гражданство, кроме гражданства Республики Молдова, то на поверхности, что называется, это не должно быть проблемой. Но имея в виду, что есть многие граждане, которые имеют тесную связь или являются представителями российских спецслужб или около... Какие-то большие спецслужбы в России, вы мне глаза открываете. Ну я не о всех, далеко не о всех. Но вот в этом разница. Если гражданин просто получил российское гражданство, как, впрочем, есть многие... Как вы могли получить? Как я мог получить, как многие получили на правом берегу, потому что на самом деле русскоязычных или даже русских на правом берегу в Кишиневе, в первую очередь, в Бельце, в других регионах больше, чем в Приднестровском регионе Республики Молдова. Потому что в Приднестровском регионе Республики Молдова на самом деле треть русских, треть украинцы и треть молдаване. Поэтому если брать в процентном соотношении или в абсолютных цифрах, то могу ошибиться, но только в Кишиневе, наверное, русскоязычных больше, чем во всем Приднестровском регионе, не говоря уже о всей Молдове. Поэтому это может быть в теории проблема, но для тех граждан, которые получили этот паспорт, как получили многие граждане Республики Молдова, паспорт Румынии для того, чтобы улучшить свои житейские условия, перспективы, то это как бы на поверхности проблемы не должны являться. Проблемы должны являться индивидуальные личности, которые способствовали сепаратизму или являются агентами влияния или просто агентами Кремля. А среднестатистический гражданин, который просто хочет получить либо те 10 или 15 долларов, которые когда-то российское правительство платило, либо какие-то другие преференции, пенсии, да? Чтобы могли путешествовать беспрепятственно в Россию. Это побудило и многих граждан правого берега Республики Молдова получить российское гражданство. Ваше правительство объявило о том, что вы готовы приостановить свое участие в договоре, но фланговых, да, все, короче говоря, да, ограничений. Это означает, что для вашего правительства очень важно
новые военные закупки. Я посмотрел, ваш военный бюджет за год вырос на 68%. Я бы сказал, неплохо. Для производителя оружия, если бы я им был, я бы только, вот, честно говоря, вот эта милитаризация экономики и выход из ДОВСЕ, потому что по ДОВСЕ у вас там только 50 самолетов, а можете сейчас купить еще 50, например. Это что за политика, да, милитаризации, потому что... Вот этот процент, который вы сейчас озвучили, он немножко смешной в том смысле. Поправьте. В том смысле, нет, он, возможно, верен, но я вот смотрю, когда я встречаюсь с моими визави из некоторых стран, и у меня там написано, что у нас товарооборот повысился на 300%. Я так на секунду или на миллисекунду обрадовался, а потом посмотрел, что товарооборота на самом деле там пару миллионов, и он повысился там в 3 раза до нескольких миллионов. В этом случае точно то же самое. Инвестиции в оборону в нашей стране за последние 30 лет были мизерны, их почти не было. Поэтому сейчас данное повышение практически от ничего, потому что у нас от ВВП всегда было где-то 0,3%. Сейчас... То есть донаты вы не дотягиваетесь в 7 раз? Далеко, что называется. Да. Мы в новой стратегии национальной безопасности поставили для себя таргет, да, в 1%, но это на среднесрочную перспективу. Пока в этом году у нас, кажется, 0,55%, но, что называется, далеко. Я иногда смотрю на бюджеты футбольных клубов Европы, да, тот же Реал Мадрид, который, кстати, 2 года назад проиграл Тираспольскому Шерифу, других больших футбольных клубов, и у них линия обороны стоит дороже, чем наши инвестиции в национальную армию. Поэтому инвестировать еще есть куда. И те очень скромные инвестиции, которые на самом деле мы провели в этом году, не идут в никакие сравнения с теми вызовами, которые перед нашей страной стоят, к великому сожалению. Если что это за вызовы? Давайте не пропустим. Что это за новые вызовы? Да? Они не новые, они уже 2 года или 10 лет, с которыми мы живем. 10 или 2, подождите. Российская агрессия произошла 2 года назад, но на самом деле конфликт на Донбассе и российская агрессия против Украины и аннексия Крыма произошла 10 лет назад, а Приднестровский конфликт уже 32 года. Поэтому вызовов много. И, к сожалению, политические элиты Молдовы за последние 30 с чем-то лет не особо задумывались о безопасности, как раз наоборот. Не только о военной безопасности, они очень так легкомысленно воспринимали энергетическую безопасность нашей страны, не говоря уже о информационной безопасности. Вот все эти упущения мы сейчас пытаемся решать. Очень трудно, потому что накопилось проблем, и дефицит этих решений такой огромен и в энергетической безопасности, и в военных дефицитах. Поэтому это, что называется, капля в море, то, что мы инвестировали. Но выход из ДОВСЕ, выход из договора о ограничениях, это же сигнал такой большой. На самом деле, это, что называется, произошло до нас, вокруг нас, поэтому и каких-то ожиданий от нас в этом смысле из этого договора вышли другие члены до нас, поэтому, как и многие документы в том же СНГ, многие члены вышли из них, в том числе и Россия, а мы в них остались. Вот мы сейчас пытаемся выходить из тех договоров, которые лежат, что называется, мертвым грузом, из которых Россия, Казахстан вышли. И вот мы сейчас тоже выходим для того, чтобы сделать некоторую генеральную уборку, если хотите. Там, где есть некоторые перспективы, пока еще остаемся. А там, где перспектив нету и другие страны уже давно вышли, то и нам давно пора. Молдова остается членом СНГ? Пока там на многостороннем уровне более 200 договоров. Мы пытаемся каждый случай брать в отдельности. Пока мы разбираем, где-то 119 договоров находятся в
процессе инвентаризации. И пока мы успели окончательно выйти из 2. Из 202. Пока, но Да, пока, понятно. 70 с чем-то находится уже на, наверное, завершающей стадии. Из тех 119, которые мы... Тут и вопрос работы, потому что каждый договор надо рассматривать. Это трудоемкий процесс. То есть это не политические декларации. Это никак не политические Но декларации. бывают политические декларации, да. Вот взяли, вышли, встали, вышли. Дверь закрыли. Есть документы, которые, повторюсь, лежат мертвым грузом десятилетия, которые никому никакие улучшения не предоставляют. И если из них вышли другие члены СНГ, мы остались, или там 2-3 страны остались, то, понятно, это не рабочий документ. Или есть документы, которые вроде бы на бумаге звучат хорошо, а там никакого сотрудничества нету, там в обмене каких-то там информаций, или, не дай бог, сотрудничество в сфере безопасности. Поэтому мы берем каждый и рассматриваем, и те, которые для наших граждан не имеют никаких позитивного накопления, мы их расторгаем. Там, где есть какие-то экономические, в первую очередь, для наших граждан выгоды, мы пока не рассматриваем. То есть вы пока формально остаетесь членом СНГ. Молдова. Из парламентской ассамблеи мы вышли. Да. А в экономической составляющей мы пока остаемся, пока там есть какие-то предпосылки для того, чтобы наши граждане не было в ущерб интересам наших граждан, то мы пока... То есть экономика впереди. Да, очень прагматичный подход. Очень прагматичный подход. Вы знаете, за 3 месяца до начала военных действий у нас в Москве был ваш предшественник Нику Попеску, он был у меня в студии, и у нас большую часть интервью, знаете, что заняло? Свобода торговли. Это был ноябрь 2021 года. И чего у нас со свободой торговли? С договором о свободе торговли. Договор о свободной торговле в СНГ на самом деле больная тема. Не только для Республики Молдова, но и для Грузии. Абсолютно. Помним не очень хорошие времена для того же Казахстана, для Беларуси. Были периоды, когда то, что происходило, никак не соответствовало пониманию зоне свободной торговли. Мы помним период, когда наше вино то хорошее, то плохое, то опять хорошее. Вот эти качели, они никому не могут понравиться, и это не тот фундамент для планов на будущее, для развития экономических отношений. Особенно, когда речь идет о молдавском вине. Это просто сейчас поговорим. Было кощунственно слышать об этом, особенно когда я видел российского представителя в переговорном процессе в тот же период, когда были вот эти баталии, когда Онищенко говорил, что наше вино плохое, а российский представитель в 5+2, находясь в Тирасполе, и я вижу, как ему официанты несут молдавское вино, потому что он был в соседнем зале с тогдашним так называемым руководителем дипломатии с левого берега, а мы с нашей делегацией находились в соседнем зале. В соседнем зале. Бывает. И это было смешно, когда вот буквально на днях официальный Кремль из уст Онищенко говорит, что вино хорошее лишь для того, чтобы им заборы красить, а тут вот российский представитель, что называется, балует себя хорошим, качественным молдавским вином. Что я, кстати, всем рекомендую. Так вопрос, какая ситуация это несмотря на осуждение Молдовы политики Кремля в отношении Украины, несмотря на приостановку каких-то договоров, что с поставками вина? Скажем, раз вы о вине заговорили. Поставки вина, имея в виду трудную логистику... Логистика трудная, да. Упали. Мы ищем новые рынки. И на самом деле после вот тех винных эмбарго 5-6 года, почти 20-летней давности, наши производители нашли стабильные рынки сбыта, и их зависимость от российского рынка очень сильно упала. И на самом деле
что называется, нет худа без добра. Вот те винные эмбарго... Вы прям как сейчас Путин. Нам санкции пошли на пользу. Нет худа без добра. Вот вы ровно в этой же логике. Ну, не совсем так, но то, что вот этот шок пошел на пользу молдавской винной отрасли, это факт. Они нашли, наши производители нашли стабильные рынки, как в Европе, как и в Азии, в том числе в Китае, в Японии. Нашли стабильных партнеров, которые могут ценить нашу продукцию и не использовать экономические отношения в политических баталиях, потому что это ничему хорошему не способствует. И в этом смысле у нас очень хорошо развивается винная отрасль, туризм. Вот в прошлом году буквально в Молдове был саммит Европейского политического сообщества, более 40 членов стран, правительств, премьеров, президентов были в Республике Молдова. Что Но было это не из-за вина же. Но происходило все в очень красивой, известной винодельне. Мероприятие происходило, и, как нам сейчас говорят наши международные партнеры, им очень понравилось. И организационный процесс, и само мероприятие. Ну, смотрите, мы начали с вами разговор про авиакомпании, и тогда регулятор правительства не рекомендовал компаниям летать в Россию по разным причинам. Мы говорили. Что сейчас говорит регулятор поставок вина в Россию? Какой позиции правительства? Частные фирмы, понятно, логистика тяжелая, там рынок нестабильный. А что говорит правительство своим винодельческим компаниям? Во-первых, в том, что касается международных полетов, у нас все регуляторы независимы. И правительство не господин господин министр. А в том, что касается вина, регулятора вообще нет. У нас свободный рынок, и каждый производитель находит партнеров на международном рынке. И тут правительство может способствовать лишь продвижением бренда страны, продвижению стабильности и хорошего инвестиционного климата, чтобы сюда приходили иностранные инвестиции в винную отрасль. А в том, что касается экспорта, это решение сугубо экономических агентов. И, повторюсь, они находят своих партнеров. И те партнеры, которые сегодня говорят, что вино им можно красить заборы, на самом деле... Господин Онищенко на пенсии. Ну, к великому сожалению, он вещал это не только от своего имени, мы же это понимаем, и это были политические решения. И это никому не понравится, не только гражданам Республики Молдова, это было на самом деле огромная пощечина каждому гражданину, потому что винодельчество – это часть нашей идентичности, часть нашего ДНК, если хотите. А для виноделов, для тех, которые для них это, что называется, завтрашний день, так зависеть от политических решений никому приятно не будет. Поэтому в большинстве своем они нашли стабильные рынки, большие рынки с хорошей покупательской способностью. И в этом смысле у нас очень хорошие результаты и перспективы развития в этой отрасли, в том числе и в отрасли IT у нас тоже хорошее развитие в последнее время, не говоря уже о сельском хозяйстве, которое для нас тоже краеугольный камень нашей экономики. Смотрите, всегда же можно с помощью тарифов способствовать или, наоборот, затруднять. Вот я пытался разобраться, что там случилось в последнее время в Гагаузии, исходя из тарифов таможенных, но я не специалист, и мне лапшу на уши навешать очень легко, поэтому я даже не знаю. Как вы объясняете решение правительства, которому принадлежите, такое, как бы экономическое, на которое вызвало участие элиты, гагаузской элиты, вызвало такую негативную реакцию? Для чего правительство Молдовы это сделало? Таможенные платежи внутренние. Ну, вы чуть-чуть не в курсе последних событий, потому что буквально на днях Конституционный суд аннулировал решение правительства. Но чем руководствуется правительство? Понимаете, я понимаю, да. А почему нужно было, вот понимая острый момент, это чисто экономика или это все-таки прижать? Объясню. В том, что касается гагаузской автономии, у них были эти экономические преференции.
которых нету у всех других граждан Республики Молдова. У Кишинева, у Бельц, у соседствующей с Гагаузией Кагула и За Камбра. все надо платить. И в том числе за спокойствие. И когда, это... Вы знаете лучше меня. Это не совсем, это чеченский сценарий. Это вы напомнили мне про Чечню. Это не я вам напомнил про Чечню. К сожалению, вернее, к счастью, мы находимся не с такими отношениями с нашими согражданами в Гагаузии для того, чтобы платить им за спокойствие. Потому что наши сограждане в Гагаузии, как и другие граждане Республики Молдова, заинтересованы в первую очередь для того, чтобы страна жила в мире, в процветании и в хороших отношениях вне зависимости, где кто проживает. Я лишь о неравенстве, если хотите, когда граждане, проживающие в Кагуле, либо в Кантемире, либо в Кишиневе или в Бельцах, находятся в неравных экономических условиях с гражданами, которые проживают в Камраде. Особенно в контексте, когда Гагаузская автономия получила и получает за последние несколько лет намного больше помощи от наших международных партнеров, в первую очередь от Евросоюза, чем тот же Кагул, Бельцы или Кишинев. Поэтому это лишь мера для того, чтобы на самом деле спокойствие было во всей стране, потому что когда дети из Кагула или из Кишинева будут спрашивать, а почему в наших школах нет возможности, например, оплачивать обеды за счет государства, когда за счет вот этих преференций, например, в Гагаузской автономии эти деньги были. И в этом смысле как я смогу объяснить ребенку из Кагула или из Бельц, или из Кишинева вот это неравенство? Или вот, не дай бог, тот нюанс, который вы озвучили. Это не совсем тот разговор, который правильно вести в демократическом обществе, где все граждане равны, вне зависимости, где они проживают. И имея в виду ту поддержку огромную, которую предоставляет Евросоюз, и мы дальше будем способствовать тому, чтобы все регионы Республики Молдова развивались, в том числе Гагаузский регион, потому что мы понимаем, что там с точки зрения климата для развития сельского хозяйства немножко труднее, хотя у них замечательные вина, гагаузские вина. И некоторые экспортируют, я уверен, до сих пор в Россию, хотя это очень трудно. Замечательная кухня гагаузская, как и во всей Республике Молдова, но в Гагаузии особенно очень-очень хорошее мясо. Кстати, если у вас будет время, рекомендую в Вулканештах, есть очень хорошее место. Запомнил. Где... Вы сейчас направили меня. Скажите мне, пожалуйста, если мы заговорили про энергетическую безопасность, два последних вопроса, господин министр. Вот я понимаю, что мои вопросы должны быть адресованы к министру энергетики или президенту, или главе правительства. Отношения «Газпрома» и Молдовы мне кажутся странными. Я бы их назвал витиеватыми. Их проследить невозможно. Вот как вы видите в 2024 год продолжение или изменение этих отношений, как министр иностранных дел? Да, я не спрашиваю вас про тарифы, про количество атомов газа, там туда-сюда. Как вы видите? Я вам отвечу весьма прямолинейно. Эта витиеватость является результатом использования «Газпрома» в политических целях. Потому что если бы у нас были сугубо экономические отношения, и «Газпром» не использовался бы российскими властями как инструмент давления или поощрения в зависимости от ситуации, то данной витиеватости бы не было. Но она есть. Но в данный же момент Республика Молдова уже 1,5 года, кажется, как прекратила свои отношения с «Газпромом». Республика Молдова не импортирует газ, не закупает его у «Газпрома», мы закупаем его на международном рынке. Российский газ. Что нам не только, и не сколько. Да? Мы закупаем его у международных трейдеров по рыночной цене. Летом он весьма дешевый. Закупаем его и складываем в хранилище на зиму, так как мы должны были делать на самом деле давным-давно. И не совсем понятно, как предыдущие власти Молдовы не заботились настолько о энергетической безопасности страны, чтобы быть вот на крючке «Газпрома» все эти 30 лет. Сейчас же мы имеем
возможность покупать газ на международном рынке. И в этом смысле нет этой зависимости, которой было 30 лет. Мы работаем и с точки зрения построения высоковольтных линий для того, чтобы и в точки зрения электричества иметь эту interconnection, да, с Европейским Союзом, соединение через Румынию. Мы являемся частью НЦОЕ, это всеевропейский, где производится вот эта балансировка энергетическая. Это для нас большое подспорье. Остается лишь построить эти высоковольтные линии, чтобы можно быть полностью диверсифицировать нашу энергетику и не быть вообще зависимым от Кремля или от Кучурган, который находится в Приднестровском регионе, и закупать электричество и газ там, где это выгодно для наших граждан, а не там, где это единственный возможный продавец. Когда у тебя только один продавец, то, скорее всего, выгодные условия тебе не видать. То есть «Газпром» это было невыгодно в конце концов, в результате, по деньгам? Когда это один продавец, точно невыгодно, потому что когда у тебя есть возможность торговаться, что называется, и искать другие решения, то и с точки зрения безопасности, и с точки зрения цены это намного выгоднее. Это доказало и последние наши закупки. Отчасти это было, цена была даже ниже, чем та, которая была оговорена с «Газпромом». Поэтому перспектива диверсификации – это большое подспорье не только для безопасности, но и для экономического развития. То есть витиеватость закончилась? Ну, там остались некоторые вопросы, но завитки. С точки зрения Республики Молдова для нас вот этот трудный этап наших отношений, когда была вот эта зависимость, он пройден. И это большое подспорье и большая радость для граждан Республики Молдова, потому что когда у тебя есть возможность выбора, это всегда намного лучше, чем когда у тебя этой возможности нет. Будет ли Кишинев признавать долги Приднестровья «Газпрому»? Кишинев будет признавать долги Республики Молдова. Но это же Республика Молдова, Приднестровье, нет? Я ошибаюсь? И решение о закупках, которые были приняты Республикой Молдовой, это долги Республики Молдова. А витиеватость в решениях «Газпрома», который предоставляла газ, исходя из политических соображений, а не из экономических, и не всегда в контексте решений, одобренных Кишиневым, то Кишинев или Республика Молдова, потому что гражданин Бельц или того же Камрата не может платить за то, за чего у него нет обязательств. Потому что если мы это не покупали, то мы за эти долги отвечать не можем. Но в то же время, если мы это покупали, если мы подписывались под тем или другим договором о закупке газа, то, конечно, это краеугольный камень дипломатии, да, пакта сум серванта, и все долги, которые мы на себя взяли, они остаются за нами. Те, которые мы на себя не брали, они никак не могут считаться долгами Республики Молдова. Когда вы перестанете быть дипломатом и станете там министром обороны, я еще раз приеду. Все-таки я буду ждать, когда вы будете более так твердолобо отвечать. Я пытаюсь быть настолько прямым, насколько это возможно. Я понимаю, дипломат, да. Последний вопрос, последний вопрос, господин министр. В России есть значительное число граждан Молдовы, которые продолжают работать. Их, конечно, стало меньше, наверное. У меня нет статистики, может, они есть у вас, у вашего посольства, консульства. Что бы вы им сказали сегодня? Те, кто продолжает работать в Москве, в Петербурге, в Новосибирске, в Хабаровске. Как и любому гражданину Республики Молдова, который проживает за пределами Республики Молдова, наше пожелание одно для всех – возвращаться домой и поддерживать молдавскую экономику. Но если это невозможно по объективным причинам, как мы понимаем, для многих граждан, которые уже, что называется, пустили корни, для них возвращаться не представляется возможным,
то для всех этих граждан для нас одна рекомендация – быть законопослушными гражданами тех стран, где они находятся, и работать для того, чтобы своим трудом и своим прогрессом на своей работе те, кто с ними входят в контакт, могли восхищаться тем, что они имеют шанс работать с честными, трудолюбивыми людьми. И мой посыл лишь усердно трудиться на благо своей семьи, на благо своего имени и на благо Республики Молдова, насколько это возможно. Много граждан сейчас работает за пределами? К сожалению, очень много. По последним данным, больше 1 миллиона граждан Республики Молдова находятся за пределом. Это началось еще в 90-х. И у нас в стране есть дефицит рабочей силы, возможности и развиваться, инвестиции есть, но не хватает рабочей силы. Это хроническая проблема. Поэтому это не клише, когда я говорю, что мы каждый раз пытаемся привлекать наших граждан домой, потому что есть перспективы экономического развития, особенно граждане, которые у них есть хороший опыт, который они накопили за границей, у которых есть так называемый ноу-хау, да, которые могут привести в нашу экономику. Мы всегда рады. Есть программа поддержки для наших граждан, в том числе финансовая поддержка со стороны правительства для развития бизнеса и инвестиций для наших граждан. Поэтому для всех граждан Республики Молдова, которые находятся за границей, мы их с радостью, с распростертыми объятиями ждем домой. Смотрите, Молдова в начале 22 года и 23 год, во время военных событий, стала одной из главных стран транзита для украинских беженцев. А много оседает. Вы сказали про рабочие руки, у меня родился следующий вопрос, естественно. Мы через Республику Молдова прошло около 1 400 000 украинских беженцев. Это больше половины граждан, если соотношение процентом, чем граждан Республики Молдова. Сейчас около 100 000, чуть меньше 100 000 осталось в Республике Молдова. Мы предоставляем возможности трудоустройства, поддержки всецело социальной, медицинской, для того, чтобы то горе, через которое прошли и проходят, к великому сожалению, наши друзья и соседи в Украине, чтобы, по крайней мере, их проживание в Республике Молдова было мирным, имея в виду то, что происходит на родине. И для меня буквально пару месяцев назад была такой личной болью слышать на заднем сидении в самолете рядом мама разговаривает с сыном, украинские беженцы, которые прилетают в Кишинев. И сын спрашивает маму с той дрожью в голосе: «Мама, здесь ракеты не летают, здесь мирно?» И мама пытается успокоить сына, сын в возрасте моего сына, что здесь мирно. И я сижу и думаю про себя: не дай Бог никому в этом мире очутиться в ситуации той матери, того сына. Поэтому для всех граждан Украины, которые нуждаются в нашей помощи, Республика Молдова всецело, несмотря на наши скромные возможности, будет помогать, потому что это, в конце концов, не только правильно по-соседски, это и правильно по-христиански, это правильно по-человечески. Последний вопрос. Все-таки что Молдова, как нейтральная страна, я настаиваю на этом формальном, словесном формальном статусе, могла бы сделать для того, чтобы военные действия прекратились? Потому что у вас, как вы правильно сказали, даже в Приднестровье треть русские, треть украинцы и треть молдаване. Это уникальная история. Думаете ли вы, что у вас есть ресурс, или вы считаете, что у Молдовы отдельного ресурса нет? Дипломатического, естественно. Молдова может лишь продвигать всеми своими ресурсами, дипломатическими, конечно, мир. Мы мирная страна, и мы желаем всем мира, и все наши дипломатические ресурсы будут направлены на удержание мира и спокойствия внутри страны и на поддержание мира в нашем регионе. Поэтому наше пожелание
и наши усилия будут направлены на продвижение мира в нашем регионе, потому что нет ничего хуже, чем быть в ситуации, когда ты не знаешь, встанешь ты завтра утром целым и невредимым в доме, который ты проживаешь, будь то в Одессе, будь то в Харькове, в Киеве или где-либо в другом регионе Украины. Жить в таких условиях нельзя пожелать своему врагу, а своим близким друзьям и соседям с Украины тем более. Поэтому Молдова придерживается мира, и мы будем все свои скромные ресурсы направлять на продвижение мира в нашем регионе. Спасибо большое, господин министр. Вам спасибо.